Смарт-часы с отличным дизайном, корпус из хороших материалов, сборка на высшем уровне, на борту у них имеется мониторинг пульса 24/7 и кислород в крови, мониторинг сна и уровень стресса, GPS-навигация, NFC-модуль, топовая автономность, 5 минут зарядки от родной базы даст вам целый день работы этих часов. Более 100 режимных тренировок, защита от влаги 5 атмосфер, возможность разговаривать прямо с часов. Все это ждет вас в смарт-часах под названием Honor Watch GS3. Такая вот новиночка, на глобалке пока ее нет. Очень она похожа на многое от Huawei Honor, но вы же понимаете, что с каждым разом все лучше и иногда даже дешевле. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Honor Watch GS3. Что это такое и с чем это едят? Можно считать, что это супер новинка. Почему? Потому что на российском рынке их нет. Черт знает, когда они появятся и появятся ли. И насколько это рационально для того, чтобы рассматривать их покупки. Спойлер, сразу 0 рациональности. То есть, возможно, вы смотрите, когда локализация уже прошла, и это уже глобалка. Если это не так, то радуйтесь. Я выкинул 20 тысяч рублей для того, чтобы рассказать вам о девайсе, который продается в Китае. И вполне возможно, когда-то будет на глобальном рынке. Он является копией много чего. Об этом я говорить не собираюсь, может быть, в конце ролика. С одной стороны, с другой стороны, выглядит максимально красиво. Очень похоже на многие часы от Huawei. Я сразу хочу отметить, что безеля здесь нет. Запаха химии никакого. Ремешок довольно такой плотненький с одной стороны, но дешевым я его не назову. Он, разумеется, быстросъемный. По какой-то причине коробка была как-то не так закрыта, но в то же время я вижу, что все запаковано. Возможно, с кнопки это все дело не загрузится, но это не важно. Плюс в том, что через USB-C на USB-A кабель можно взять любой. Допустим, если вы куда-то поехали. Сразу мы видим, что здесь есть у нас динамик. Вполне возможно, 99% тогда и есть микрофоны. И активироваться через кнопку они не захотели. Я очень надеюсь, что они не мертвы. Все работает. Заряжаются. Коробка не такая красивая, как у нас обычно у анкеров, как многие мне пишут. Какая разница, какая коробка, какая разница, какая подача. Разница есть, когда вы цену посмотрите в описании к видео. Вы поймете, что разница, к сожалению, есть всегда. Мы имеем 44% заряда, то есть они пришли не разряженные. Неужели что-то поменялось в этом мире? Русский язык. Мы сближаемся с кем-то. Я рад, что здесь есть русский. Это совсем другой банкет, значит, я их смогу теоретически когда-то продать. 71 грамм вместе с ремешком. 44 грамма без. 47 миллиметров диаметр и толщина 12,3 миллиметра. Разумеется, ремешок стандартный быстросъемный на 22 мм. GT Neo 3, неважно, скажут мне покупать или нет, я обязательно куплю на распродаже 28 числа. Процессор темная лошадка, поэтому брать или нет китайскую версию подобного девайса. Когда GT Neo продавался по 19 тысяч рублей, я кричал «да». А сейчас, если вы посмотрите в телеграм-канале скидок, сколько это дело стоит, наверное, я скажу, что подождите моего обзора, а потом решите. Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. И напоминаю, на Али началась распродажа крупная, но вряд ли на нас она сильно повлияет, кроме определенного момента. В Российскую Федерацию максимальная цена ввоза беспошлинного повышена до 1000 евро. На пальцах до 130 тысяч рублей. Поэтому, если вы собирались покупать какие-то дорогие телефоны или даже ноутбуки из Поднебесной, самое время смотрите в телеграм-канал скидок, там уже много всего интересного. По часам производитель представил 3 варианта расцветки, 2 из них классические: синий ремешок и хромированный корпус, коричневый ремешок с корпусом золотого цвета и последняя расцветка, которая из-за ремешка больше подходит для спорта, это черный корпус и черный ремешок. Помимо этих расцветок я наткнулся еще на один вариант, который слегка отличается от того, который у меня на руках. Он полностью черный, но на ремешке есть красные линии. Дизайн смарт-часов мне нравится, на мужской руке смотрится очень хорошо, презентабельно. На женской слегка громоздко, хотя смотря какая женская рука, но в целом очень даже ничего. Ремешок выполнен из втор-эластомера и в классическом варианте он кожаный. Задняя часть пластиковая, рама из нержавеющей стали 316L, из фронтальной части стекло. Сборка хорошая, материалы тактильно ощущаются как качественные. Приноски практически не ощущаются, спать в них мне лично удобно. На корпусе с тыльной части, как бы это ни было печально, 2 контакта для зарядки. Далее есть датчик мониторинга здоровья, из датчиков
датчиков на борту: датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, перманентный датчик сердечного ритма, датчик внешней освещенности и датчик барометрического давления. Также есть динамик с хорошим звучанием для часов и микрофон. Помимо перечисленного, на правом борту есть две функциональные кнопки, люфт в наличии, но не сильный. Нажимаются кнопки приятно и с глухим щелчком. Верхняя кнопка питания выполняет функцию перехода в меню и возврат. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам. Но в настройках на ней можно повесить любое действие из доступных. Летим дальше. Часы оснащены AMOLED-дисплеем на 1,43 дюйма с закругленными краями и разрешением 466 на 466 точек. Плотность пикселей довольно хорошая, 326 ppi. Как по мне, картинка более чем четкая и насыщенная. Все цвета передаются хорошо, регулировка яркости пятиступенчатая, яркости на солнце вполне хватает. Автояркость отрабатывает хорошо, спящий режим максимум 20 секунд. Также на борту есть неполноценный Always On дисплей, но он имеет 10 вариантов заставок, это хорошо. Парольные часы поставить можно, вдобавок шестизначный. Скроллинг плавный, перемещаться по интерфейсу удобно, но сами часы иногда подтормаживали, что не есть хорошо, учитывая, что они не первый месяц в продаже. При поднятии руки экран загорается практически сразу, то есть моментально работает, быстро. По свайпам сверху вниз панель быстрого управления, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Все можно настроить под себя, конечно же, это удобно. Далее, меню вы видите на экране, я перечислю лишь некоторые приложения из него, по мне основные. Вызовы и контакты, музыкальный плеер с возможностью проигрывать музыку, не только проигрываемую на смартфоне, но и загруженную через приложение на сами часы. Вдобавок, подключив беспроводные наушники, Bluetooth, и все можете слушать прямо с них. Далее есть пульс SPO2 с автоматической работой и ручной. Как по мне, показатели отображаются все так же приемлемо. Мониторинг стресса работает перманентно, естественно, как и мониторинг сна. Сон считывает хорошо, к этому делу вопросов нет, а на самих часах графики мониторинга здоровья отображаются корректно. Конечно же, есть дыхательные тренировки, погода, компас, барометр, фонарик, поиск телефона и секундомер с таймером, который можно использовать одновременно. Многозадачность в легкой форме присутствует. Далее на борту есть Alipay и приложение карта. Я без проблем привязал часы к приложению Alipay на смартфоне, и, к слову, NFC на борту. Использовать его можно только с устройствами операционной системы Magic UI 3.1, не ниже. И, скорее всего, возможности пользоваться данной функцией на территории Российской Федерации пока нет. Но мы понимаем, что происходит. У меня такое смутное ощущение, что, может быть, даже Alipay у нас начнет работать. Летим дальше. Часы имеют оперативной памяти 32 мегабайта и внутренней памяти 4 гигабайта. Bluetooth версии 5.0 старенький, но при этом связь со смартфоном они держали стабильно и ни разу не отвалились у меня. Наушники подключить можно, как я уже говорил, а звучание при разговоре приемлемое. Микрофон отрабатывает хорошо, быстрые заготовки есть для ответов, только для ответа на звонок, правда. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики нет, ответить на уведомления нельзя, можно только посмотреть. Вибромоторчик хороший, настроить силу можно в 2 режима. Тренировок более 100 штук, и водные на борту. Во время тренировки есть возможность пользоваться плеером, что круто. Из навигации Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS. Местоположение у меня определяют через 10 секунд после входа в тренировку. Карты строят с отклонением маршрута в 1-2 метра. Далее, емкость аккумулятора 451 мАч. Полный цикл зарядки занял у меня 1 час 33 минуты. 5-минутная быстрая зарядка в моем случае позволяет часам отработать еще 6 часов. 20% заряда ушло за сутки в максимальном режиме использования. В итоге мы получаем 5 суток автономности в максимальном использовании, что далековато от заявленных 14 дней. За одну тренировку ушло 5% заряда. Смарт-часы имеют водонепроницаемость 5 атмосфер. Я погрузил их в проточную воду, и с ними ничего не случилось. После использования в морской воде рекомендуется их промыть чистой водой и высушить. В целом плавать можно, так что за это отдельный плюс. Летим дальше. Приложение Huawei Здоровье. О нем я рассказывал подробно практически во всех обзорах на часы Honor или Huawei. Интерфейс у меня наполовину русский, наполовину китайский. В приложении можно установить циферблат на часы, которых, к слову, не совсем много, но есть возможность установить фотографию на заставку, что хорошо. Также можно загрузить музыку, добавить контакты, включить функцию, при которой приходит уведомление об разрыве связи между смартфоном и часами. Также есть скудный магазин приложений. Обновить прошивку можно, и обновление прилетело. Минусы: нет калькулятора, нет полноценного Always On дисплея, не совсем быстрое определение местоположения, хотелось бы быстрее. Нет возможности подключить нагрудный датчик, во всяком случае Polar H10 и пару китайских у меня подключить не получилось. Нет возможности отвечать на смс, нет eSIM. Возможно, где-то как-то я ошибаюсь, пишите в комментариях, если кто-то нашел что-то, чего я не нашел, потому что часы, довольно такой специфический продукт. Цена по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, плюс в телегу я скидываю всякие лайфхаки, и у меня появилась еще определенного рода интересная по мне штуковина, называется «Разрушение мифов». Я практически ежедневно в телеграм-канале выкидываю мифы, допустим. Первый был по поводу блогеров, второй был по поводу покупок. Посмотрите, может быть,
вам зайдет. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, пока промокодов нет. Если появятся, обязательно в телегу загружу. Те, что появились, я проверил, пока не работают. Резюмирую, смарт-часы на первый взгляд хороши. Да, в использовании они меня порадовали, но некоторые моменты заставляют думать, стоят ли они своих денег, при том, что с них даже быстрыми ответами нельзя отвечать на смс. Конечно, у них есть отличная автономность, хороший экран, отличные материалы, но минусов тоже достаточно. Не забываем, что Kiwi дешевле расплачиваться, не забываем подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, туда я буду выкладывать ролики, когда YouTube заблочит, и телеграм-канал скидок, туда всегда что-то интересное кидаю, пусть и не часто, но метко. Девайсу скромное да, добра и удачи вам, дорогие друзья!